В начале ролика посмотрим на одну картинку из интернета с узконаправленным юмором. На ней сеть фастфуда «Вкусно и точка» приглашает новых сотрудников, обещая аж 142 тысячи рублей в месяц. Слоган гласит: «Платим больше, чем ты думаешь», и снизу приписка «Не штурм». Понятно, что здесь пародируется. Один из самых распространенных штампов в рекламе службы по контракту. Словосочетание «не штурм» или, как еще пишут, «не штурма». Это неотъемлемый атрибут доброй половины объявлений, зазывающих на службу по контракту. На Авито эти слова иногда даже выносят в название вакансии. Если просуммировать сотни объявлений от рекрутинговых агентств, получается удивительная картина. Кажется, будто у российской армии нет острой необходимости в новых пехотинцах. А вот на гораздо менее рискованные должности новобранцы нужны настолько позарез, что войска готовы взять даже болеющих гепатитом и ВИЧ-инфекцией, лишь бы только пришли и записались. Как нетрудно догадаться, задача рекрутингового агентства под любые гарантии и обещания довести человека до военкомата, чтобы он подписал контракт. За нового контрактника рекрутер получает от государства премию в размере до 500 000 рублей после вычета подоходного налога. Распределением же занимается не он, а Министерство обороны, исходя из актуальных потребностей. Рекрутер же идет искать нового соискателя, а свежеиспеченный контрактник идет на штурм лесопосадки. О том, как именно людей уговаривают подписать контракт, у нас были отдельные подробные ролики. 12 ноября 2025 года в Вооруженных силах России возникли войска беспилотных систем, ВБС. Это новый высокотехнологичный род войск, который в представлении некоторых людей превращает войну в подобие компьютерной игры. Появление ВБС вывело скам-рекламу контрактников на принципиально новый уровень. Теперь ею занимаются не только частники, но и государства. О чем мы сегодня с вами и поговорим. Перед тем, как начнем, только напомню, у нас по ссылке в описании есть инструкция по обходу российских блокировок, чтобы YouTube быстро работал и Telegram с WhatsApp тоже звонили. Там мы собираем актуальные сведения, сравниваем между собой разные VPN, ну и все такое. Заходите, посмотрите. Ну, к ролику. Войска беспилотных систем выпустили рекламу, нацеленную на молодежь. Мы нашли ее, выложенную под названием «Геймер, иди на войну», и даже выяснили, кто в ней снялся. Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. Ролик, который у вас сейчас на экране, это не пародия. Это не кустарное творчество от рекрутеров. Это серьезное видео с заказчиком в лице Минобороны и профессиональным актером в главной роли. Им является 22-летний артист театра и кино Владислав Солдатенков, лауреат нескольких актерских наград. Солдатенков изобразил солдата нового типа, которому незачем подставлять грудь под пули и осколки. Ведь с VR-очками и контроллером в руках жечь технику и убивать неприятелей можно, не вставая с места. Вступить в ряды операторов-беспилотников призывает и наружная реклама, в том числе и в Москве. В вузах по всей стране развернута целая кампания по набору студентов на контракт. На встречах с ними создается атмосфера эксклюзивности. Дескать, студент — это солдат с мозгами, которого командование будет особо беречь, создавая условия службы, недоступные остальным. К примеру, 29 января на встречу с сотрудником военкомата Павлом Кривых собрали более 150 студентов Волжского политехнического института. Уже есть методичка, как именно агитировать такую аудиторию, и сержант Кривых озвучил все ключевые пункты. Якобы студентам-добровольцам гарантировано зачисление именно в войска беспилотных систем, на удаление от линии соприкосновения. Ни в какие другие части они, мол, не попадут. Якобы контракты всего на 1 год с железобетонным увольнением из армии по истечениям этого срока. Причем первые 2 месяца из этого года отводятся якобы на обучение. Кстати, уличная реклама, в отличие от сержанта Кривых, обещает не 2, а 3 месяца обучения, не менее 3 даже. Но главное противоречие в другом. На территории Украины действительно воюет некоторое количество так называемых добровольческих формирований, где служба не является бессрочной. Там действительно специальные кратковременные контракты, которые не продлеваются автоматически. По истечению фиксированного срока военнослужащий в самом деле может вернуться домой. Однако такие контракты не предполагают многомиллионных выплат и списания кредитов, только ежемесячное денежное довольствие.
Студентам же обещают единовременную выплату в несколько миллионов, списание долгов и полный набор льгот, как и обычным контрактникам. Почему? Да потому что студент, поверивший агитатору, подпишет самый обычный контракт, где ни слова не будет сказано о том, что Минобороны обязуется направить новобранцев в конкретный род войск. И контракт такой будет продлеваться автоматически, пока солдат не погибнет или не станет инвалидом. Никакого года там нет. Хотя, кстати, инвалидность, как уже хорошо известно, отнюдь не гарантирует увольнение со службы. Я Гизатуллин Ринат Радикович, позывной Гиза. Нахожусь в Красногоровке. Ампутированная рука. В госпитале не был, не вывозили. Эвакуацию пока не дают. Вот, нахожусь уже 6-й месяц. Прошу помочь мне с эвакуацией. Пожалуйста. Воинская часть, где я нахожусь, в Красногоровке, 41 698. Пожалуйста, помогите. Юрист, специализирующийся на правах военнослужащих Артем Клыга, недавно направил запрос в Высшую школу экономики, где отстающим студентам как раз рекомендовали войска беспилотных систем как способ избежать отчисления. В ответе юристу подтвердили очевидное: никаких специальных студенческих контрактов не существует. Есть лишь обычный договор с Минобороны со всеми вытекающими. А очевидно это потому, что невозможно поверить, будто система собирается дать молодому человеку несколько миллионов, выплатить за него по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей, а потом спокойно отпустить спустя 12 месяцев службы. Такого не предполагается. Система отчаянно нуждается в штурмовой пехоте. И не просто в пехотинцах, а в молодых и подвижных солдатах, потому что к 26 году условия боевых действий принципиально изменились. Еще недавно пехотинцев на поле боя подвозила бронированная техника. Она же могла поддержать их огнем и вывести в тыл раненых. Сейчас же БМП, БМД и БТР — это заметная мишень, которая с огромной вероятностью будет поражена дроном камикадзе, едва выкатится на исходные рубежи. Теперешние наступательные действия ведутся сверхмалыми пехотными группами. Это 2-4 человека, которые в сторону противника могут несколько суток идти пешком. По пути они постоянно прячутся от беспилотников за деревьями днем, а ночью кутаются в антидроновые плащи, которые скрывают человека от тепловизоров. Когда таким образом через огромную по ширине нейтральную полосу просачивается несколько групп, они могут собраться вместе и только тогда вступают в... Тактика просачивания, ставшая для российской армии основным способом ведения войны, заведомо предполагает не просто большие, а гигантские потери. Это все люди, которые погибли на СВО. Ведь в условиях классического общевойскового боя, когда в атаку идет рота или батальон, есть кому заняться ранеными. Если же всего 3 солдата идут через многокилометровую килл-зону, и по пути одного из них ранило, 2 других его не потащат назад. Более того, им делать это категорически запрещено. Раненого или оставят умирать, или вообще добьют. Они там говорят, что добьют из милосердия. И пойдут дальше. Если в прошлых войнах на одного убитого приходилось несколько раненых, и большинство могло вернуться в строй, то теперь даже легкие и средние ранения оказываются смертельными. Российской армии, во-первых, нужно компенсировать беспрецедентные потери в пехоте, а во-вторых, необходимо любыми способами снизить средний возраст пехотинца. Ведь немолодые и нездоровые солдаты годились для боя, когда их к месту действия могло подвести фронтовое такси. А для тактики просачивания такие не годятся. Давай, все, побежали. Побежали. Давай. Так, 1, 2. Давай, тоже. Бегом. Ну вот эти 4 подвижные, эти 2 вообще никакие. Все, развернулись обратно. Обратно. Молодец, самый первый прибежал. Целевой набор в так называемые дроноводы – это уловка, которую государство подсмотрело у рекрутинговых агентств. Те создают иллюзию, будто место службы можно выбрать. Обещают похлопотать или выдать отношение. Это документ, который якобы позволяет попасть в конкретную часть. Само слово «отношение» — это такой же штамп, как и фраза «не штурма». Рекрутеры знают, что спихивают клиентов в такую яму, откуда никто из них не вылезет и за невыполненные обещания не спросит. Теперь же тем же самым занимается и государственная власть.
Логично предположить, что кого-то из студентов, клюнувших на агитацию, действительно отправят не в одноразовую пехоту, а в операторы беспилотников. Но не потому, что им пообещали, а потому что новые дроноводы армии тоже нужны, и кто-то туда тоже попадет. Однако и таких немногочисленных новобранцев ждет длинный список разочарований, который старательно и не один год собирал для нас Z-Telegram, однако никто не пишет их ни в каких флаерах. Прежде всего, с миллионами рублей, полученными в виде выплат, и сотнями тысяч рублей ежемесячного удовольствия, с ними можно будет сразу попрощаться. Современный российский солдат воюет за свои. Армия выдает ему автомат Калашникова и ровно один комплект униформы. Все остальное покупаешь сам. На крупные покупки скидываешься с товарищами. Все это вот буквально все. От досок для обустройства блиндажа до автотранспорта, на который в условиях войны нужно скидываться бесконечное число раз. Не просто так УАЗы типа буханка, а сейчас производят сразу с ржавчиной, отваливающимися деталями и кошмарными люфтами. Основной покупатель буханок – солдат. Нет никакого смысла соблюдать даже минимальные стандарты качества. Если все понимают, машина проживет на фронте в лучшем случае несколько месяцев. Это если сильно повезет. Просто смотрите, ребят, вот как такое можно делать? Как? Здесь уже ржавеет все, смотрите, просто. Швы ужасные. Здесь Black Edition, здесь Саморез Edition. Под ними, кстати, все ржавеет уже. Здесь типа что-то герметика пытались сделать. Конкретный беспилотчик может не просто остаться без гроша, но и заставить всю свою семью влезть в долги, продать квартиры и прочее другое имущество. Дроны Камикадзе, переделанные из гражданских дронов, он покупает себе сам или докупает в дополнение к выданным. Если дроновод этого делать не будет, то зачем он в этом подразделении нужен? Ведь есть много других, кто будет. Добро пожаловать тогда в штурмовую пехоту. А желающих на его дроноводское место длинная очередь, и они готовы платить. С многоразовыми дронами, которые используются для разведки и сброса боеприпасов, ситуация еще хуже, чем с Камикадзе. Оператор беспилотника – лицо материально ответственное, и если он свою птичку потерял, то независимо от причины должен оплатить новую из своего кармана. Кто не хочет оплачивать, тех, опять же, никто не держит. Штурмовая пехота будет очень рада молодому пополнению. Наконец, всякий оператор беспилотника в какой-то момент может обнаружить, что является для противника приоритетной целью. Охотится не только он, но и за ним. Надо понимать, если ты достаешь своим дроном до неприятеля, значит и он достает своим до тебя. И очень хочет это сделать. А все мантры про службу на удалении от линии соприкосновения в современной войне не работают. Потому что нет больше четко выраженной линии. Теперь между сторонами находятся колоссальные серые зоны, где малыми группами работают как свои, так и вражеские войска. К бойцу, считающему, будто он находится в ближайшем тылу, могут постучаться в блиндаж оппоненты и сообщить, что это, оказывается, передний край. Мы пока даже ни слова не сказали о морально-этической стороне вопроса. Если молодой человек всерьез рассматривает для себя возможность нацепить очки и с видом от первого лица убивать учителей, слесарей, официантов и фермеров, вынужденных надеть униформу украинской армии для защиты своей страны, то проводить с ним беседы на тему, что такое хорошо и что такое плохо, наверное, не кстати. А может и кстати. Но есть аспект не столько моральный, сколько психологический. Геймификация войны – это большой эксперимент над человеческой психикой. Какие изменения произойдут с дроноводами, который с игровым контроллером убивал реальных людей, постоянно видел крупным планом через камеру их лица перед смертью? Что с таким дроноводом станет, никто не знает. Неизвестно, каким он будет после войны, если доживет до ее окончания, что не очень-то вероятно. Мы много раз говорили и повторим снова. Не стоит играть с путинским государством на собственную жизнь. Не стоит верить, когда кто-то клянется, что прям мечтает тебя облагодетельствовать. Желает распихать тебе пачки банкнот по карманам. Надо только подписать бумаги вот тут и вот тут. Если взглянуть на официальный буклет от Минобороны, предназначенный для студентов, станет очевидно. Это идеальный пример скама. Нескончаемый список бенефитов. 4 на одной и той же брошюре указан телефон. И квартиру тебе дадут, и 100 льгот, и кучу премий. Ты только позвони по короткому номеру.
И паять тебя научат, и на 3D принтере печатать, и программировать, и IP-сети строить, и карты читать, и даже транспортным средством управлять. Ты, главное, только позвони. Если вы студент, и вас потащили на встречу с представителем военкомата, каким-нибудь агитатором или откомандированным с фронта военнослужащим, то очень важно отговорить от непоправимого решения своих сокурсников. Пререкаться прямо во время этой встречи не надо, это может быть рискованно. Но вот после нее обязательно объясните тем, кто задумался о легкой и денежной службе. Контракт с Минобороны – это дорога в один конец. Назад пути не будет. А выбор между контрактами на год, на 2, 3 и 5 лет предлагается только для отвода глаз. Они все равно бессрочные, и разорвать их невозможно никак. И ни в каких контрактах не прописаны обязательства направить новобранцев в конкретный род войск. А если бы и были прописаны, солдата можно в любой момент перевести из части в часть. И это, кстати, абсолютно законно. И даже если какому-то проценту из поверивших в агитацию действительно удастся зацепиться за беспилотные войска, это никакая не гарантия от тяжелых увечий и смерти. Дроноводы на войне гибнут да еще как. Умудряясь перед этим совсем не разбогатеть, а разорить своих родных. Все это важно проговорить. Может показаться, будто все самоочевидно, но это ни разу не так. Молодые люди, вчерашние школьники, могут и не подумать, что власть способна настолько прямо и примитивно лгать. Рассказывать голосом человека в форме и писать в рекламном буклете одно, а потом подсовывать на подпись прямо противоположное. Осознать, что обман может быть настолько топорным, да еще прямо от государства, не самая очевидная мысль. Поэтому ее нужно доносить до окружающих. С ее пониманием нужно помогать. Но осторожно. До завтра.